Я сейчас расплачусь. Ну так, вообще. 1 холостяк, 3 девушки и 4 раунда. Я понял, что будет что-то интересное. И немного огня. Потрогал? А как? А где? Что, прямо открыто можно говорить? Уже под 40 лет, уже Барби Гелл не подходит ему. Оля вообще главная сучка проекта. Следуй за энергией, и она приведет тебя ко мне. И мой голос — это только начало. Мне все равно, что она подумает, как она подумает, что она скажет. Такая жесткая манипуляционная игра. Что я могу здесь сказать? Я с ней словил одну такую волну немножко, такую друг на друга понаезжать. Детский сад. Мы на разном восприятии мира, понимании, ощущений. Это твои убеждения. Если ты хочешь, то так будет. Полный вообще взрыв мозга. Почему? Полный. Dubai Mage. Всем здравствуйте! И это единственное реалити-шоу про любовь в Дубае «Dubai Match». И я его ведущая Лерская. Мы расширяемся и не ограничиваемся одним Дубаем. Наше шоу охватывает теперь все Объединенные Арабские Эмираты. И этот сегодняшний выезд – наш первый шаг. А я напомню, сегодня в шоу 1 холостяк, 3 девушки и 4 раунда. Мужчина сегодняшнего выпуска в корне меняет и трансформирует жизни людей и любой бизнес. А сможет ли он открыть свое сердце перед нашими девушками, это мы узнаем как раз сегодня. Ну а пока я иду встречать наших девушек, заполняйте анкету в шапке профиля Instagram, и уже вы сможете стать следующим участником нашего шоу. Ого, девочки, неплохой дом. Ага. Да. Вот бы тут больше, чем на день остаться. Ну да, то что-то один день маловато. Да, надеюсь, холостяк нас уже ждет. Может, нас на недельку оставят? Было бы классно устроить барбекю с холостяком. Ну или он будет жарить не мясо. Здравствуйте, девочки! Привет! Как вы доехали? Все хорошо, с ветерком. Так горы классно, вдали от Дубая, наконец-то. Те, кто живут в Дубае, хочется куда-то выехать. Вот прекрасная возможность. Мы уже пока сюда ехали, успели поделиться всеми историями, грязными и не грязными. С ними так было весело. Я вообще в шоке просто. Девочки мне очень понравились. Мы сразу нашли общий язык. Что хочется сегодня больше? Кайфовать, сниматься, делать видосики, рилсы или найти мужа? Все вместе. А ты как будто знала и готовилась. Так, Зачем выбирать что-то одно? Да. так. Еще обед пропустили, да. А Это где, вообще конечно, обязательно тоже будет по таймингу. Я пришла за мужем. Показывайте мне этого красавца. Все, пойдемте. Вас проведу в комнату, посмотрим, у кого муж, у кого видео. А у кого бассейн? Я решила заполнить анкету на Dubai Match, потому что я всегда мечтала сняться в шоу. Мне вот случайно попался ваш рилс, было очень прикольно. Какие-то там холостяки, что-то там в Дубае. Я тогда еще в Москве находилась. И подумала, то, что если меня возьмут, то я прилечу, пофиг, буду там жить. И я вообще потом забыла про это шоу. И через 3 месяца меня нашли, под постом написали, вот проверьте директ. И вот так вот я сюда попала. Анкета на Dubai Match я заполнила еще год назад, просто for fun. Реальная цель на проекте, наверное, это просто получить этот опыт. Если повезет встретить классного чувака. Ну и набрать подписчиков, естественно. Я пришла в первую очередь познакомиться с мужчиной, во вторую очередь развлечься. При том, что у меня только как раз закончились неудачные отношения, подумала, может быть, это мой шанс встретить настоящего мужчину. Всем привет, меня зовут Назаров Дмитрий, мне 36 лет. Последние 16 лет я живу и работаю в Дубае, занимаюсь бизнес-консалтингом, развитием и масштабированием компаний, выстраиванием операционной деятельности и подготовкой к привлечению инвестиций. Поскольку моя деятельность связана с работой человека, я постоянно развиваюсь, изучаю биохакинг, эпигенетику, психологию и все, что связано с эволюцией личности. С детства у меня огромная тяга к спорту, я занимался совершенно разными видами, но последний год подсел на падл, потому что сильно в него влюбился.
Я считаю, что мои предыдущие отношения закончились по причине разницы в возрасте. Она была больше 10 лет. И поэтому мне хочется в человеке какую-то зрелость, глубину, чтобы это была развитая личность со своими взглядами, со своими позициями, с которой можно просто идти дальше по жизни, развиваться совместно и просто жить и наслаждаться. Я больше такого олдскульного формата, старой школы воспитания, поэтому у меня есть определенные взгляды на женщину, какая она должна быть, что она должна делать, какие у нее должны быть ценности, взгляды и так далее, а не то, что диктует Инстаграм. В целом сейчас идет очень большая борьба за внимание, влияние соцсетей, а я чисто по олдскулу, мне нравится так, как было раньше, я ценю в людях совершенно другие качества. Для меня цена — это верность, преданность. По-любому человек должен смотреть в одну сторону со мной, мы должны быть единомышленниками. У каждого своя жизнь, просто мы совместно двигаемся дальше. Ребята, у нас что, Дмитрий Нагиев на площадке? Да, мне не 50 лет. Привет, Дима. Привет. Привет. Как ты? Как ты добрался? Отлично. Скажи мне, ты работаешь с мышлениями людей, да, бизнесы, люди, правильно я понимаю, компании. А сегодня нужно будет чувствовать сердцем. И насколько это будет сложно для тебя? Не знаю, сердце просто насос. Я буду Так. за интуицией идти. То есть ты выберешь интуицию, правильно я понимаю? Конечно. Какая встреча для тебя была сегодня роковой, неожиданной? Бывшего видеть. Команда у нас есть сегодня бывшая? Наташ, есть Нет, бывшая на нет, проекте? я уже узнал. Уже все узнал. Да. Ну хорошо, давай посмотрим, есть сегодня или бывшие, а может быть и будущие девушки на Иншаллах. проекте на этой вилле. Пошли! Ну, мне нравятся сильные мужчины. Мужчины, вот рядом с которыми априори ты не можешь соревноваться. То есть у тебя выключается вот это вот какое-то мерение яйцами, потому что вот, ну, он уже там некуда. То есть ты рядом с ним, типа, никто, и вот ты, типа, тянешься к нему, и он такой, как бог для тебя. Потому что в моей жизни очень часто было такое, что за мной тянулись, и это, конечно, выснаживало. Хочется, чтобы наоборот было. А по внешности у меня нет каких-то определенных критериев. Ну, он должен быть просто харизматичный, приятный. Я вижу рядом с собой, в первую очередь, это должен быть мужественный мужчина, эмоционально зрелый, который отвечает за свои слова, за которым я смогу быть как за каменной стеной, ответственный, целеустремленный, любящий, заботливый, верный. Для меня важно, чтобы мужчина был не сильно старше меня, то есть для меня вот прям порог — это 35 лет. Чтобы он был реализованный, что-то делал и не сидел дома. То есть вот для меня вообще непонятно, вот мне многие подружки, например, рассказывают, ой, у меня там был парень, который сидел дома, ничего не делал. У меня такого вообще никогда не было, и вот для меня, соответственно, очень важно, чтобы мужчина к чему-то стремился и имел уже какой-то успех, потому что я сама считаю себя реализованной девушкой, и я как бы хочу себе кого-то подстать, так сказать. Чтобы мужчина был внимательный к моим словам, к каким-то мелочам, чтобы мог делать подарки, сюрпризы, потому что для меня это очень важно, поскольку это мой язык любви, и я сама люблю так проявляться. Вот мне раньше очень нравились парни, которые супер накачанные, а потом я поняла, что если парень успешный и накачанный, это нарцисс. И это вообще кринж. Ну, таких не нужно нам. До официального начала я хочу объявить: Дима впервые холостяк, который задал вопрос: а какая вообще рабочая сторона у меня? Я не знаю. Дима, я тебя поздравляю, потому что действительно истинный мужчина, он не знает своих рабочих сторон, левая, правая и так далее. Есть мозг, которым он думает и считает, что это самая сильная и рабочая его сторона. Я тебя поздравляю, правда. Пожму тебе руку, потому что наконец-то. Люблю всех холостяков, которые у нас были в проекте, но я не могла не отметить, что Но меня любишь больше. действительно, наконец-то прозвучал этот вопрос. Как так получилось? Я уже озвучивала. Еще раз дополнительно спрошу тебя. Ты помогаешь людям устраивать их судьбы, жизни, в бизнесе, в личностном росте. Как случилось так, что у тебя нет девушки, нет отношений сейчас? Но на сегодняшний день, поскольку не получалось найти такого человека, с кем хотелось быть рядом вместе, я решил пока сфокусироваться на работу, а это как придет, так придет. То есть я не в активном поиске, как статус ВКонтакте. Но сегодня ты на проекте, где, возможно, встретишь девушку. Я надеюсь, что там будут только девушки, так что я точно девушку встречу. Это факт. Давай так, чтобы ты немножко расслабился. А Это то, факт. А то ты спросила, что ты ожидаешь, что может быть необычного, если там будет мальчик, а не девочка.
Нет, таких сюрпризов мы не Отлично. приготовили. Так как ты просто указал, что фокус у тебя сейчас на работе и так далее, ну, то есть ты допускаешь, что, возможно, там, да, на проекте ты можешь встретить человека. Тогда у меня просто вопрос, почему ты на проекте, если фокус у тебя на работу? Конечно, допускаю. Это не то, что я нахожусь в таком поиске ежедневном, еженедельном, там с кем-то ходить на свидание, искать, париться. Нет. А если это придет, то придет. Ну, для меня самое главное, чтобы был такой внутренний комфортный диалог, чтобы она визуально тоже нравилась, чтобы было о чем поговорить. И я очень смотрю в глубину. Сегодня мы тогда посмотрим, откликнется твое сердце или нет. Придет та самая, да, в твою жизнь или нет. Я надеюсь, что не одна придет. Так, Дима, то ты в работе больше, то уже ты рассчитываешь, может, 2 придет девушки и 3. Если брать, то брать все, что приходит. В Инстаграме у тебя так яро, активно, ты доносишь свою философию, не стесняешься, так открыто, с разных сторон, обтекаемо, аккуратненько. А в жизни ты достаточно, знаешь, вот так прямой. Так, хочу 2, а можно выбрать 2, а какие, нет правил. То есть где ты настоящий в жизни? В Инстаграме? Конечно, в жизни. А в Инстаграме что? Образ? У меня всего лишь один вопрос. Почему люди не бегут как угорелые к своим самым смелым мечтам? У нас всего лишь одна жизнь, одна попытка. Собирательный образ чего-то. Поумничать же я люблю. А может быть, поэтому как раз в твоей жизни не приходила та самая? Потому что люди притягиваются на то, какими мы проявляемся в жизни. У меня приходило несколько тех самых на определенные периоды моей жизни, но люди развиваются, люди меняются интересы, поэтому та самая, я думаю, может быть на какой-то период времени. Я не думаю, не верю, что та самая будет на всю жизнь. Я бы даже так не хотел. Подождите! Так, ладно. Не, ну это в плане то, что, блин, на всю жизнь одно и то же. Хорошо, Дима, давай переходим тогда к правилам нашего шоу и посмотрим тогда, сколько девушек пошлет тебе Бог. Ну, я лично надеюсь, как создатель этого проекта, что все-таки одну. Как минимум 3 пришло. Останется одна. Окей. Дима, мы переходим к самому сложному. Мы запоминаем имена наших участниц. Сегодня у нас в проекте Оля, Лиля и Ксения. Повтори. Оля, Лилия и Ксения. Повтори. Дим, мы переходим к первому раунду. Раунд называется «Голос». Твои глаза будут закрыты, но каждая девочка будет приходить, садиться рядом и что-либо озвучивать для тебя. И у меня к тебе вопрос. В твоей жизни была когда-нибудь женщина, которая очень красиво говорит, но ты сразу понимаешь, что вот лицемерие, вранье, вот неправду она говорит? Бывало, но только понял я это потом. Когда уже все узнал, все обнаружил, потом уже понял. То есть у тебя есть уже опыт, и, скорее всего, сегодня, когда ты услышишь голос девушек, примерно ты сможешь сказать там все-таки, хотят они показаться лучше, чем они есть, либо они По естественны. голосу на самом деле нет. Я же видеть их не буду, а вот по жестикуляции могу. Сразу буду слушать, пусть чешут, что хотят. Потом уже, когда увижу, смотрю. Ну давай посмотрим, как это будет происходить. Давай. Ольга, 30 лет. Родом из Украины, но живет в Дубае вот уже 7 лет. Уже с 14 лет начала работать. Эти годы закалили ее характер и научили добиваться своего. Сегодня у Оли собственный танцевальный бизнес. Ее вдохновляет то, что через танцы она может менять жизни девушек, помогать им чувствовать себя смелее, свободнее и красивее. Ее хобби – падл. Также она обожает путешествовать и мечтает однажды встретить Новый год где-нибудь в заснеженном домике, с камином, глинтвейном и ощущением абсолютного уюта. Она постоянно обучается – маркетинг, ведение бизнеса и многое другое. Ее личный топ качеств в мужчине – это чувство юмора, щедрость, доброта и верность слову. У Оли очень взрывной характер. Про таких, как она, говорят: палец в рот не клади, откусит по локоть. Посмотрим, сможет ли наш холостяк справиться с Олиной харизмой. Так, вечер в хату. Здрасте. Здрасте. Что, переживаешь? Я? Да. Очень сильно. Ну, нормально все будет. У меня нету какого-то запроса на внешность. Мне, в принципе, не важно, ниже, выше. Ну, понятно, не с мамоном, конечно, слонячим. Но он выглядит хорошо. Вас приветствует Ольга Викторовна, санитарная служба отношений Дубая. Я задам вам пару вопросиков. It's okay? Давай.
Ну, поприветливее, пожалуйста. Я тоже очень переживаю. Итак, есть ли у тебя Инстаграм? Есть. Активно ведешь? Очень. Это сарказм? Подумай. Ладно, допустим. Если у девушки есть виш-лист в Телеграме с ссылками, как ты ее идентифицируешь? Оборзевшая шкура, типичная эскортница, леди с запросами или базовый минимум? Что есть? А. Оборзевшая шкура. Не-не, до этого что есть? У нее есть виш-лист в Телеграме с ссылками на какие-то пидорунки, которые она хочет. На какие что? Подарки. Оля не зашла, Оля просто залетела, начала там что-то какую-то суету наводить непонятную, что-то туда-сюда говорить, непонятно еще фразочки какие-то были. И я, естественно, сразу в агрессию встал. Я сижу тихо, спокойно, в повязочке, расслабленный, жду девочку, просто залетает, монстр. Ладно, проще. Норм или стрём? Нормально. Нормально. Если будешь открывать бизнес, у тебя есть только два варианта. Либо сам, но с кредитом, либо с партнерами без кредита. Смотря какой партнер. Ну ладно. Изначально, когда сидишь с закрытыми глазами, ты максимально сфокусирован на других органах чувств. И она, когда пришла, у нее был такой прям жесткий парфюм, который меня сразу прям сбил, она начала сразу болтать. Мне это не особо понравилось. Конечно, у меня были резкие духи. Мы стояли на улице, потели, снимались. Что он думал? Это лучше духи, чем... Если ты гуляешь с девушкой по улице и подходит блогер и спрашивает, букет мы дарим маме или девушке? Ответ? Это уже вопрос был. Я понял. Если подходит блогер и спрашивает, так я же с девушкой гуляю, не с мамой. Ну, Конечно, девушки. Хорошо. А если бы гулял с мамой? Маме. А если гулял бы и с мамой, и с девушкой одновременно? Маме. Девушек, во-первых, бывает много матерей твоих детей. Ты расходишься, сходишься на маму, она все равно мама, она одна. Все знают, что на вопрос про букет, мы даем букет маме или девушке, нужно было отвечать, конечно же, девушке априори. Или можно как-то выкрутиться там, сказать, что и маме, и девушке. Или там, немножко припеть немножечко, да? То есть, но там уже сразу все было понятно, як от серпом по яйцах, знаете, что кіна не буде. Девушек много, мама одна. 100%. Каким ты хочешь быть для своей женщины? Опорой или партнером по росту? Опорой или партнером по росту? Угу. Для нее? Угу. Не, я сам собой буду. Если нужна опора для роста, я подумаю. Нет, отдельно. То есть вот она может на тебя опереться, да, как на мужчину сильного, властного. Или вот ты будешь ей помогать расти. Получается, как ребенка выращивать. Как бы не особо хотелось. Понятно. Но направлять, помогать, подсказывать, конечно, да. Хорошо. Нянчить нет. Как бы можно дать ему, естественно, шанс, но такой уже, знаете, вайб немножечко подупал. Что для тебя катализатор роста? Давление и вызовы или поддержка и классное окружение? Давление, вызовы. Хорошо. Даже травмы присутствуют. Шучу. На какое бы мы свидание с тобой могли бы пойти? Вот я вот такая немножечко Какая? Странная. Тогда в этот. Диспансер? Да. Еще варианты есть? Покушать куда-нибудь. Куда? Точно не в какую-то движуху. В дуо. Куда? В дуо. В дуо, который на Dubai Hills? Да. Ой, ладно. Все, как говорится, nice to meet you. Да, я пожму твою лапу. Что-то не переживай. Остальные нормальные, я обещаю. Все, удачи. Спасибо. Вопросы, если честно, я их особо не помню. Как такое некое состояние аффекта, как будто меня напали, и мне хотелось ее вырубить. Персонаж, конечно, очень интересный. Я холостяка себе представляла, что, во-первых, что у него будет больше чувства юмора, что он будет такой какой-то тестостероновый, что он так может так взять за шкирку и... сейчас немножко я перегнула палку. Я готова посмотреть его со всех сторон, если он готов открываться. Но на первом раунде я как-то не очень почувствовала, что он готов открываться или идти на какую-то коммуникацию. Все? Отмена, девочки. Я не знаю, либо он просто очень нервничает. Давайте скидку сделаем, парень. Я была очень лояльна даже, да, как бы? Лилия, 27 лет.
родом из Киева, Украина. Она тантра-мастер, энергопрактик и саунд-хиллер. Женщина, которая живет сердцем, чувствами и внутренней свободой. Лилия любит движение, занимается верховой ездой, вейксерфом и учится играть на барабанах. Она из тех, кто не может сидеть на месте. Ей нужно открывать мир, пробовать новое и проживать жизнь во всей ее насыщенной полноте. Она считает себя женщиной, о которой мечтает почти каждый мужчина. Любящий, понимающий, умеющий слушать и слышать, преданный, верный и невероятно заботливый. При этом сильный, страстный, самостоятельный и искренний. Лилия ищет мужчину, который разделит с ней ее любовь к жизни. Того, с кем можно нырять к акулам, взбираться на вершины, прыгать с парашютом и чувствовать себя безумно живой. У нее непростой характер и привычка лидировать, но она мечтает встретить мужчину, рядом с которым сможет уступить место лидера, расслабиться и почувствовать себя как за настоящей каменной стеной. Найти того, после которого уже никто другой не будет нужен. Посмотрим, совпадут ли ее мечты с мечтами нашего холостяка. Привет. Привет. Как тебя зовут? Дима. Тебя? Дима. Ну, мое имя мы оставим на потом. Перед тем, как мы будем взаимодействовать, я бы хотела очистить пространство от лишней энергетики. Поддерживаю. Чтобы она не отвлекала меня и тебя тоже. Чтобы ты мог сфокусироваться только на мне, а я только на тебе. Вообще никак не представляла себе холостяка. Я на самом деле думала только о себе и как я буду выглядеть, и как я презентую себя, потому что для меня было важно, чтобы я выглядела офигенно, и я понравилась холостяку. А там, как он будет выглядеть, на самом деле я не очень сильно об этом заморачивалась. Пало Санта? Да. О, а ты знаешь? Конечно. Это единственный запах, который меня бесит. Я шучу. Супер хорошее начало. Она начала там свои всякие штучки делать прикольные. Я понял, что будет что-то интересное. Я бы хотела надеть на себя маску, чтобы быть с тобой на одном уровне восприятия и ощущений. Давай. Чтобы меня не отвлекали внешние раздражители. Я решила сделать первый раунд таким, потому что это четко характеризует меня, чем я занимаюсь, какой я человек. Мне не нужно было ничего придумать, я просто была собой. Поэтому я сделала вот, как я чувствовала. Можно тебя трогать, да? Нужно. Я сам хотел кого-нибудь потрогать, но вот она взяла инициативу. И я бы хотела попросить тебя, когда я скажу, сделать со мной глубокий вдох и на выдохе отпустить все напряжение. Давай сделаем глубокий вдох. Давай. И выдох. Я решила прикоснуться к нему, потому что я тантра-мастер, энергопрактик, и мне нужно почувствовать энергетику человека. Для этого мне нужно максимально близко соприкоснуться с человеком, чтобы прочувствовать, какой он. И я бы хотела, чтобы ты слушал меня не своими ушами, а чувствовал меня своим телом. Тогда надо чуть помассировать правое плечо. Мое спокойствие здесь. Моя сила и энергия, она здесь. И единственное, чего я хочу сейчас, это чтобы ты полностью расслабился и почувствовал, какая я, кто я, без глаз, без образов. Просто мой голос, мое присутствие, моя энергия. Ну, когда она начала делать вот эту свою суету, мне было очень смешно. Я не знаю, видела ли это, я пытался кусать губы, пытался сжимать скулы, чтобы не засмеяться, потому что я хотел ржать просто. Я девушка, которую не нужно видеть, а которую нужно услышать и почувствовать. И если бы ты мог увидеть меня сейчас, ты бы увидел девушку, которая входит в твою жизнь ярко и остается надолго, в которой много тепла, любви и немного огня. А все остальное ты узнаешь сам позже. Да, возможно, это был приворот. Кто знает? Я бы хотела оставить тебе одно воспоминание о себе,
которая будет сопровождать тебя на протяжении сегодняшнего дня. Прочитаешь потом. Я ее смог прочитать, когда уже открыл глаза. Она меня чуть-чуть напрягла, потому что она еще не видя меня, она уже там написала там про себя, что я, энергия, все ведет ко мне и так далее. Я думал, ты чувака не видела, уже такую пишешь. Такая слишком зацикленная мне показалась на своих вайбах. Что я могу здесь сказать? Давайте почистим пространство. Да, давайте. Давайте быстро пространство почистим. Лиля сразу дала понять, что она серьезно настроена, но это не вызывает какую-то конкуренцию, это такая милая вообще... Ну, она прям очень переживала, и она прям реально, мне кажется, она из нас единственная, кто подготовилась так прям докладнее. Ксения, 22 года. Родом из Москвы, но сейчас живет в Дубае. Блогинг – часть ее жизни вот уже 9 лет. Она учит девушек, как выстраивать гармоничные отношения, грамотно коммуницировать и проявляться так, чтобы притягивать достойных мужчин. А недавно она взяла новое направление – обучение блогингу. Интересный факт о Ксюше. Мужчина, с которым они были знакомы всего 2 недели, подарил квартиру в Дубае, и между ними даже не было близости. Ее мечта сняться в кино, попасть в шоу и создать большое женское комьюнити, которое поможет девушкам стать уверенными, счастливыми и по-настоящему ценными для себя и в отношениях, и в заработке. Ксюша хочет 1 000 000 подписчиков и собственную школу отношений и женской реализации. Сможет ли наш холостяк быть такой популярной девушкой? Давайте узнаем. Дим, это я. Ты так резко сказала. Это я, Лера, ведущая проекта. Как ты думаешь, почему сижу тут я? Ну, ты мне сначала столько комплиментов наговорил, решил 3-ю убрать, сама сесть. Это интересный вариант. Но немножечко не так. Это меня Лили запутала своими шаманскими обрядами. 3-я девушка отказалась приходить в эту комнату. Как ты думаешь, почему? Потому что здесь был ритуал, он ее энергетически вытолкнул отсюда. И этот ответ опять неправильный. Ей захотелось позвонить тебе. Поэтому сейчас мы будем ждать звонка. Я решила позвонить, потому что, ну, вот одна девочка там болтала, другая там что-то с благовониями тусовалась, а я хотела как-то выделиться, поэтому решила, что звонок будет максимально интересная затея. Алло. Алло, Привет. здорово. Очень приятно познакомиться. Короче, я решила тебе позвонить по телефону, чтобы ты именно так почувствовал мою энергию. Вот, потому что мы сейчас с тобой в одном доме, но на разных этажах. Как тебя зовут? Дима, мы на одном Очень этаже, приятно. если что. Ой, точно. Ну что, Дим, рассказывай, как у тебя на личном? На личном или Ага. наличные? На личном. На личном все хорошо. Все хорошо? А насколько хорошо? Это шкаляться не война. Ну, есть кто-то на примете. На примете есть вот 3 на примете. Ого. А, не знаю, какие предпочтения? То есть, вообще, почему решил пойти на это шоу? Интересно. Новый, Да. новый опыт. В таких вещах не участвовал. А какую ты себе девушку ищешь? Какие у нее качества должны быть? Ну, я с таким подходом не смотрю на вещи. Как бы для меня, когда ты ставишь какие-то критерии, это является некого рода ограничением. Поэтому, если ты поставил какие-то качества, то ты можешь пропустить другие, которые могут быть намного лучше и круче, чем вот это вот твое, так сказать, red flag. Поэтому Слушай, ну есть же какие-то базовые качества, которые тебе нужны, то есть? базовый минимум. Ну, как базовый минимум, да. Я подумаю, тебе потом отвечу на этот вопрос. Хорошо, я буду ждать. А как думаешь, я зачем вообще сюда пришла? Ищешь своего единственного? Да, ищу. Я... Ну, как успехи? Пока в процессе, вот видишь. С тобой пришла пообщаться, познакомиться. У меня есть такая небольшая мечта. Я очень хочу построить экологичные отношения, поэтому сейчас я очень много прохожу обучений, курсов по тому, как правильно общаться с людьми, особенно вот с мужчиной в отношениях, например, как доносить вот эту свою потребность, ценность в чем-либо. Я считаю, что я могу стать любимицей, так сказать, холостяка. А если бы вот я сейчас спустилась, и ты бы вот у меня увидел, что бы ты сделал? У меня глаза закрыты. А если бы были открыты? Ну, не знаю, посмотрел на тебя. Потрогал, может. Потрогал? Ну да. А как? А где? Что, прямо открыто можно говорить?
Да. Это я Леру спрашиваю. Ты еще здесь? Я тут. Ну, не знаю, прикоснулся. Ну, до руки? И все? Ну, там уже дальше посмотрел. Хорошо, поняла. И самый важный вопрос. Дима, скажи, пожалуйста, ты любишь кошек? А вот на этот вопрос я тебе отвечу, когда ты придешь сюда и задашь его здесь рядом. Заходи. Хорошо, Дим, спасибо тебе большое. Всё, в смысле, заходи. Что такое? Куда заходи? Еще отключать трубки. Не, вообще кринж, на самом деле. Вот мне вот это уже... Мне уже, во-первых, девочки там пошушукались мы с ними. В данном случае я резко скинул телефон, потому что мне надо было, чтобы она пришла. И когда ты врываешься в планы человека и ставишь его в неловкое положение, он обычно делает то, что ему последние сказали. Поэтому я был уверен, что она придет. Ну вот какой вот взрослый, адекватный, здоровый мужчина будет так делать? Но это только вот придурок может так делать. Манипулятор какой-то там. Вот это вот всякие вот там вот интрижки, пикаперские. Ну, не пикапер он, наверное, слава богу, но то есть вот из этой вот сферы, так сказать. Успеешь за 1 минуту, Ди. Привет. Привет. Я решила выйти, чтобы посмотреть, как он будет проявляться по отношению ко мне, как он раздаст кринжа на этот раз. Так что касаемо нашего вопроса. Твоего. Угу. По поводу кошек Да. нормально отношусь. Ну, насколько нормально? Насколько из 10 ты их любишь? Кот или кошка? Ну, вообще, в принципе, вот кошачьи. Кошачья история? Да. Да, нормально отношусь. Ну, то есть животных ты любишь? Да. Но собак больше. Ага. Все, вопросов нет? Да, проверку прошел. Я прошел. Да. Ты тоже прошел. Да, спасибо. До встречи я представляла себя холостяка как своего будущего мужа, что он сейчас меня увидит, мы уедем к нему в пентхаус, будем жить долго и счастливо. Я его представляла себе как какого-то вот супер-мега-классного мужчину. Но когда уже там мы с девочками пообщались, я с ним пообщалась, мои ожидания разбились в хлам. Где правая рука? Отлично. Что чувствуешь? А это я уже скажу отдельно. Тут нельзя говорить. Я думаю, что Ксюша по возрасту младше всех. Если меньше 23, я, конечно, офигею, но нормально. Сохранится надольше. Но для меня это уже дядя. Ну, то есть вот он какой-то вот, как будто вот ему не 34. Вот я чувствую, что ему будто вот 40. То есть мне хочется с ним говорить на «вы». Ксюша после первого раунда рассказала, что она с ним общалась по телефону. Мне кажется, это ее. Она потеряла свое эфирное время, как бы не знаю, что они там лялякали. Ксюша из нас самая мелкая. Она говорит такая, это из тех типов мужчин, к которым хочется обращаться на «вы». Я такая, она больше будет нормально. Сразу сливаем малую. У нас разница 8 лет, прости господи. Вот возрастная разница. Не, вообще малая топ. Первый раунд — голос. Голос дети. Кому отдаешь предпочтение? На ком случился вот такой мини-мини-мини такой Дубай-мэч? Ёкнуло. Если так из всех посмотреть, то больше третий. Все хорошо. Отдаем твое предпочтение третьей девушке Ксения в первом раунде. Мне понравилось больше всех Ксюша в этом раунде. Может быть, я пока точно не уверен, что это было на таком сильном контрасте. Сначала буря, потом расслабление, и тут что-то на миде словились. Но мне показалось, она такая слишком спокойная, домашняя, плюс кошка есть. И по ощущениям, когда мы притронулись, были хорошие ощущения. То, что Дима выбрал меня, это вполне было ожидаемо, потому что когда девочки выходили со свидания, они рассказывали то, что Диме не понравилась вот эта Пало Санта палка, потом ему не понравились какие-то вот вопросы. И у меня было самое безобидное с ним знакомство, то есть я просто ему позвонила, там мы что-то поболтали, и как будто оно не так сильно бросалось в глаза. Поэтому я и сразу подумала, то, что Дима выберет меня. Да, девочки, ну ничего. Посмотрим, что нам преподнесет последний раунд. Может, он раскроется в других заданиях. Я просто считаю, что он как бы должен за нами бегать, а не мы за ним. Ну, мне кажется, он специально провоцирует, чтобы мы типа а-ля, типа, ты, типа, я. А я такой самец классный. Я считаю, что моя главная конкурентка — это Ксюша, потому что в ней больше того, чего не хватает мне. Это женственности, такой манящей нежности. А у меня такой более жесткий характер, она такая женственная, милая. Ну вот, например, Лилия, она у нас такая вся эзотерическая. Вот есть тип мужчин, которые абсолютно для них это кринж, табу, и они думают, что это какой-то там вообще типа трэш. Есть такие мужчины.
Плавно перехожу ко второму раунду, который называется «Расходы». И мы будем смотреть по скриншотам девочек, они заранее подготовились, куда они тратят деньги. А для меня очень важны доход и финансы, сколько зарабатывает мужчина, потому что это как бы показывает его статус в обществе, а я хочу рядом с собой сильного, доминантного мужчину, чтобы я могла ему подчиниться, поэтому это очень важно. Мне не нужен слабый мужчина, который не умеет зарабатывать. Но прежде я хочу спросить тебя, на что ты тратишь деньги, а на что ты жалеешь тратить деньги? Ну, у каждого работает по-разному. У некоторых работает больше тратишь, больше приходит. Я больше про, так сказать, разумное инвестирование. Просто так, ну, допустим, пойти там в клуб или в ресторан и там засадить 5 зелени, не, я так не сделаю. То лучше оставить, пусть будут. На что? Ну, потом придет время, разберусь. Деньги-то, в принципе, должны работать, а не просто их раскидывать. Очень важен доход мужчины. Особенно, когда мы живем в Дубае. Ну, даже не с какой-то меркантильной точки зрения, ну, типа, если ты хочешь с этим человеком семью, он должен быть able обеспечить и тебя, и твоего спиногрыза, ну, короче. Хорошо, ты остро относишься к расходам девушек вообще в целом? Давай так, ну, откровенно. В Дубае расходы у девушек большие, правда. Даже если это там $7 тысяч, 10. Давай стандартно. Кто эти расходы должен покрывать? А в каком статусе? Допустим, вы год в отношениях, у вас серьезные отношения, все, ты эту девушку воспринимаешь серьезно. Ну, тогда понятно, мужчина должен нести. Для меня не важно, сколько зарабатывает мужчина, главное, сколько он тратит на меня. Мне кажется, наше общество и так немножко уже поехало, особенно дубайское, и, конечно, все хотят бабок. И, наверное, вот в этой погоне мы вообще забываем за какие-то чувства и какие-то отношения такие экологические, которые начинаются с чего-то нормального. Потому что у нас сразу такое все, если у него нет денег, то мне, в принципе, по барабану, какой он человек, и я не хочу его там узнавать, и чем он занимается. Короче, все очень плохо. Мы надеемся на холостяка. Наш последний шанс. Я тебе читаю скрины девушек, которые они отправили, на что они тратят деньги. И ты мне даешь свою обратку, свое мнение, обратку. Это может тебя смешить, удивлять, расстраивать и так далее. Давай сейчас посмотрим. Команда переслала тебе скриншоты. Это все правда, это расходы девочек. И вот первый скриншот – расходы Оли. Мы видим сразу сумку Шанель. Первое, что сразу в глаза Почему кидает. она так врезается в глаза? Это Шанель сумка. Ну, нормальная Расскажи. сумма. Я бы не потратила в жизни бы деньги на какую-то тупую сумку. Вот это кринж, конечно. Она, заметь, купила сама себе эту сумку. Ты как, это больше как поощряешь? Ну, это, или если сама, то да, это не факт. не факт, что сама? Ну, конечно. Угу. Деньги Может можно быть. получить, положить на счет и Может быть. привезти. Сумку мне подарил мужик за танец. Не, ну слушай, сумка за танец — это полный Он мне написывал и говорит, такой, я что для меня станцевала. Я ему говорю, 20 тысяч дирхам. И я ему в своем тренировочном зале ему посадила стул, и я ему станцевала в одежде. Вот так вообще. Для меня это вообще полный пипец, если в таком формате человек себя ведет. Это какие-то уже товарно-денежные отношения. Больше попахивает какой-то проституцией. Это прям вообще пипец. Если она готова поделиться контактом этого мужчины, я тоже готова ему станцевать за сумку. Это охрененно, я считаю. Побольше бы таких мужчин. Таких мужчин я люблю и уважаю. У нее есть лицензия, обращаю твое Алкогольная? внимание. Нет, Алкогольный кстати. есть. Где? African Eastern Покажи. покупки. Расход в алкогольном магазине. Господи, только не откройте на меня еще один кейс, пожалуйста. Так, ну слушай, Как раз после сумки решила подбухнуть, либо отметить. ну у нее бизнес, у нее своя школа танцев, и, возможно, да, иногда бокальчик не помешает. Ну, Лера сказала, что это школа танцев, но я не знала, какого направления, формата. Как я к этому отношусь? Нормально. Единственная девушка, кстати, на проекте в этом выпуске, у кого есть свое дело, свой бизнес. Это молодец, потому что я считаю, что любой человек развивается только через деятельность. Если не работает, тогда откуда такие траты у остальных? Угу. Ты смотри другую. Так, итого, итоговая сумма расходов Оли в месяц $7 тысяч. По каким критериям? У меня только одна сумка 6300, остальных-то расходов нет. А ты хорошо считаешь Ну, деньги? понятно, когда свои деньги считаешь. Оле подарили сумку за танец, и все. А мне квартиру подарили. Дубай Хиллз район, знаешь, такой. Что? Ей подарили просто так квартиру в Дубае? Что сказать? Ну, мы познакомились на парковке в Дубай-моле. Но он подошел, мы не могли с подружкой вызвать такси. И он говорит, давайте мы вам поможем. Потом он нас довез,
И у нас случился тотальный матч по пути, как мы ехали. Вот, я понимаю то, что он мне очень понравился, мы начинаем с ним общаться, очень много эмоций, каждый день видимся. Я вообще в него уже влюбилась, все, любовь-морковь. Я ему очень много раз транслировала ценность того, что я за реализацию, я вот работаю, все такое, а он это очень сильно хвалил. И когда выяснилось то, что у него есть жена, он мне это рассказал, а я вообще была в шоке. Я не ждала, что у меня жена. Он увидел, в каком я состоянии, а я очень много плакала. Он даже не ждал, что у меня будет такая реакция. И он почувствовал очень сильную вину передо мной. И дабы, так сказать, не чувствовать эту вину, он сделал мне прощальный подарок в виде инвестиций в квартиру в Дубае. Я считаю то, что даже несмотря на то, что вот мне было обидно, грустно, подарок-то классный. А что не принять-то? Дед, несите его, я ему сейчас танцую быстренько. Окей, переходим к участнице номер 2, Лилия. Смотрим ее скриншоты. Сефора, Талабат, лайфстайл, Амазон. шопинг. Шопинг, кстати, очень много шопинга. Да. Ну, она девочка духовная. Как чувствует, так и делает. Я считаю, что Дима в обязательном порядке должен делиться своими расходами, потому что как бы мы тоже выбираем холостяка, и нищеброды нам не нужны. У нее в месяц в среднем получается 6-7 тысяч долларов. И она, ты сказала, не работает. Она, кстати, тантра-мастер. Я не знаю, честно, вот твое мнение, можно 6-7 тысяч долларов заработать на такой деятельности? Смотря как продавать, да. Возможно, да? Я думаю, да. Ну, Лиля умеет получать блага от мужчин, что я респектую so much, потому что я бы хотела так уметь. Хорошо, переходим к Ксении, участнице номер 3. Смотрим ее скрины. Одни переводы куда-то. Вот. Да, одни переводы каким-то людям. Мошенница, походу. Почему? А как можно быть мошенницей? Я не удивлена, то, что Дима назвал меня мошенницей, потому что это, в принципе, в его стиле обсуждать как-то людей. Ксюша блогер, и у нее живая классная аудитория. Мне кажется, она хорошо зарабатывает с блога. Ну, что-то она очень много переводит разным людям. Интересно, почему и зачем. И какие-то все странные суммы непонятные. $10, 15, 20. Да, у меня есть какие-то переводы, но я их делаю своим сотрудникам, потому что у меня большая команда. И я сейчас активно развиваю свою онлайн-школу по СММ, по блогингу. Поэтому я считаю, что Дима, возможно, мне завидует. 1000. Как вариант, ты сможешь узнать это на тете, на 4-м раунде. Мгм. Потому что действительно ситуация странная, почему она переводит деньги и кому непонятно. В месяц у нее, кстати, выходит, наверное, учитывая эти растраты, 7,5 тысяч долларов. Мужчины, которым я перевожу деньги, это в основном всякие техспецы, монтажеры, те, кто делают презентации. Ну, в общем, всякая операционка, которая мне нужна для моего бизнеса. То есть основные мои деньги идут именно туда. Потому что, в принципе, я не особо много трачу. Ну, то есть это там еда, одежда. А одежда мне по бартеру, потому что я блогер. И еда у меня тоже по бартеру, потому что я блогер. Поэтому все остальное я туда трачу. Смотри, у них в среднем очень похожие растраты в месяц. Как считаешь, мало, много для Дубая? Ну, смотря как жить, здесь можно выжить и на 3, а можно на бесконечность. Серьезно? Были у тебя... $1000? Да. Ну, конечно, люди живут. Когда ты начинал, на какую сумму в месяц ты жил? Когда я начинал Да, здесь, в Дубае. 16 лет назад, Да. на $500 можно как на $500 жить, так и на 50 тысяч. Вопрос, что делать, куда ходить, что покупать. Все зависит от ситуации. Если каждый месяц по 7 тратить непонятно на что, там на всякие такие мини-покупки, это в год $84 тысячи. Так. Нормальная сумма, с которой можно что-то сработать. Так, хорошо. Опять же, смотря какие траты, на что они необходимы, не необходимы. Если она там еще что-то сама генерит, может, понятное дело, покупать, но я так выбрасывать на ветер все подряд точно не буду. Но еще бы его смутили наши расходы. Мне кажется, это абсолютно адекватная цена. Она, типа, и не офигевшая. Мы и жизнь живем, но и не супер... То есть это не too much. Что такого девушка может попросить купить, где ты категорично скажешь «нет, я не готов»? Какой-нибудь курс за $1 000 000. Курс за $1 000 000 рублей? Да, Обучение? да. Так она еще станет умнее, Да, образованнее. конечно. Не думаю. Хорошо, Дим, по итогам второго раунда расходы. Кому ты из девушек отдаешь предпочтение и почему? Любая деятельность, которая приносит деньги, это бизнес. Потому что бизнес — это про доход. С точки зрения структурного подхода, организовать компанию, организовать сотрудников и развивать вид деятельности в таком формате — это круто. Это прям требует уважения. Так что первое. Супер, хорошо. Если я буду в отношениях с Олей, то, конечно, я буду максимально вовлечен в ее бизнес. Вот по поводу бизнеса, я бы, наверное, не очень хотела, чтобы он брал ответственность за него, потому что я считаю, что если ты все равно занимаешься бизнесом, он должен приносить деньги в любом случае, априори. Иначе вообще в нем нет смысла.
Ну, типа, бизнес ради просто того, что, типа, у меня бизнес, мне кажется, это бред. Но мои личные расходы, конечно, welcome, пусть покрывает с ног и до головы. Я считаю Олю подобной себе, потому что я вижу, у нас вот этот общий есть вот стержень, у нас общее чувство юмора, мы как будто бы говорим на одном языке, и я вижу вот эту одинаковую вот силу внутри нас. Вот, например, Ксюша на фоне нас, она вот женственная девочка, а мы с ней такие, как будто бы две байбабы. Вот я увидела, вот реально, как будто вот я нашла своего вот двойника. Все мы вроде как бы и похожи, но очень разные, и я думаю, каждая по-своему как-то выделилась. Мы переходим к третьему раунду. Раунд называется «Сюрприз». И в этом выпуске мы придумали, что каждая девушка должна подготовить свою сумку и сложить в нее то, что она считает нужным. И мы будем, естественно, смотреть, ты будешь сейчас доставать, смотреть, что же девочки положили в эту сумку. Ну, я, честно, не задавался таким вопросом, но обычно у девушек в сумке вся ее жизнь. О, вот это правда. Давай посмотрим вообще, кто чем живет и что у них в Давай. сумках. Первая участница Оля. Да, мы помним Оля, у нее бизнес, у нее танцы и прочее. Сумка большая у нее. И алкоголь. Алкоголь, видишь, ты запомнил, триггерит тебя это почему-то. Хорошо, смотрим. Я сам не пью, поэтому... Оля вообще красотка. Я не знаю, как она до этого додумалась, но это вообще гениально. Я не знаю, где она этот пакет нашла с бабушкин, вот этот, который ходит там на рынке. Это было очень классно. Клетчатая сумка Оли просто колхоз. Если он не оценил юмор с клетчатой сумкой, то как бы нам не о чем говорить больше. Это еще обиднее, чем ситуация с букетом, мне кажется. Честно, я не знаю часть вообще, что там может быть. Это мне интересно. Дима, Это ракетка. доставай. Я думал, что это какой-то вибратор. Так, хорошо. А что было бы Ракетка. лучше, ракетка или вибратор? Я тебя постесняю чуть-чуть. Ракетка. Ракетка, окей. Она двойного назначения. Так, что там? Это вискас. Ну, не вискас, какая-то кошачья штука. Хорошо. Кальян. Серьезно? Ну, не кальян, а Покурить можно. ты любительница. Да, я люблю Твоя кальян. подружка, может быть. Это интересно. Угу. Возможно, он не поймет, почему там туфли и почему они такие. Давай посмотрим, подожди, какой размер? У нее 39-й. Знаешь, есть приколы, вот мужчина, что, боже, если у нее... Если у неё 43-й, Да, вопросики будут. 39-й, 40-й, все. Наоборот, ей хорошо. А то обувь легче выбирать. Ходовой 39-й, Да. согласна. Что-то еще есть? Так, Что такое? это печать. Печать. Ну, она директор, она Да. босс, у нее компания. Молокосос. Печать, просто чтобы он понял, что у меня бизнес. Ну а что? Считаю, нормальный ход. Так, это я такие вообще не люблю. Не любишь? Нет. Слушай, а ты парфюмер, ты очень разбираешься в духах Да. или как? Какой говнюк! Что мы знаем о ней? Так, Она занимается бизнесом, играет в падл, наверное, сексуально танцует Если он хочет, чтобы я ему станцевала, 20 тысяч дирхам. Down payment. и заедает все вискосом. так. Мгм. Или как вариант у нее И кошка. курит кальян. Так. Да, кальяны я не люблю, но у меня есть друзья, которые много курят кальян, поэтому я спокойно с ними уживаюсь. А вот падл я люблю играть. Судя по всем предметам, все достаточно круто, кроме Шанеля. Мне этот запах не нравится. Вообще кошмар. Какая разница, какие духи? Может, его бывшая пользовалась этими духами, и у него какой-то фляга свистит на них. Так, Дим, сумка участницы номер 2, Лили. Смотрим ее сумку. Кардинально отличается, да? Да, сумка? первый. Блин, а я не хочу трогать, вдруг там порча какая-нибудь будет. Как? Поэтому что с этим делать? Что это такое? Я пока не знаю. На всякий случай. Тема духов сегодня под тебя Это преследует. индийский какое-то масло. Так. Бля, это курит. А, это для Пало Санты. Нет, не факт, что курит. Как испугался. Не, я не люблю курить. Так, это ведьминские карты. Расскажи, а ты суеверный? Нет. Не верю, но не хотел бы проверять. Это что-то для губ. А, это она хотела мне написать вот это, но потом у нее не получилось. Поэтому она мне вторую карточку дала. Что здесь было?
В моей сумке лежали записки, это были частички моего разбитого сердца по отношению к нему. Первая записка его смутила, и он сказал, что это было слишком. Поэтому я психанула, я порвала все эти записки, и до свидания. Больше никаких записок с поцелуйчиками ему не будет. Ну, я думаю, что это просто такой ход, что она порвала записку, не исходя из каких-то обид. Как ты относишься к девушкам, которые духовные, там, верят в приметы и так далее? Ну, все хорошо в меру, если это прям не доходит до какого-то фанатизма сумасшедшего, что прям, знаешь, встаешь с утра, и тебе говорят, нет, сегодня не выходи, сегодня там луна здесь, я не знаю, ветер оттуда дует и так далее. Так прикольно, интересно. Свой такой вайб. Чтобы не перебор был. Какие-то бумажки, да, у нее вкус есть. Вкус, потому что это Потому что там, белье? трусики, да. Агент-провокатор? Да. Мгм. Чтобы Дмитрий понимал, что я ношу дорогие трусики. И вот эти вот это белье, вот эти вот записочки, вот эти вот поцелуйчики, это слишком такое. Даже вот в тексте записок это прям такое навязывание себя. Вы нашли какого-то реально вот правильного девственника. Вот я не понимаю, следуй за энергией, и она приведет тебя ко мне. И мой голос — это только начало. Что здесь слишком? Вот мне вот интересно, вот что здесь слишком? Вот что здесь слишком? Пусть он ответит мне на этот вопрос. Дима, что там? Там маленький член. О, боже, ой. Надеюсь, это не намек. Блин, я только думаю, только не спрашивайте меня за член, потому что я не смогу найти объяснение, потому что мне так захотелось просто по приколу. Что там? И вот дополнение к вот этому. Это женщина с раздвинутыми ногами. Не смущает, да, тебя? Как напоминание о божественном, там же женщина и мужчина, символ женщины и у мужчины, то есть божества женщины и божества мужчины. Это в тантре как бы лингам, член, то есть это божественная часть. Поэтому я положила это как воспоминание о божественных частях на нашей планете, скажем так. Человечество. Какой смысл был оставлять вот этот вот железный болт там? Чтобы что? Чтобы показать какой-то намек. Что типа перевести в область каких-то страстных сексуальных фантазий. Я вообще-то тантра-мастер. Тантра-мастер — это о сексуальной энергии. Этого невозможно избежать, это есть во мне. Поэтому если его что-то смущает, мне правильные мальчики тоже как бы не нужны. С интересным внутренним миром. Когда она вошла, она так сразу себя откровенно чувствовала по тактильности. Чуть пахнет развратом, это хорошо. О, даже я не спросила, хорошо ли это. Ну, Окей. после вот этого, да, тут прям откровенные намеки. Так, ну что, девушка номер 3 и ее сумка. Смотрим эту сумку. Давай. Распаковка. Не знаю, что перебьет вторую. Уже вижу много розового. Да. Интересно, там фоточки Фотоаппарат. есть какие-нибудь? Как включить тогда? Я почему-то думал, что там будет специально, как вот это мне прислала записку. Я думал, что там будет какое-то тоже послание, поэтому я пытался его включить. Такая, видишь, baby girl. Ну, И кредитка розовая. Владлена. А я же по-другому Нет, ее зовут. зовут Ксения, да, давай смотрим. Ну вот кому она деньги выводила с чужих карт. Девочка-загадка. На кредитке было имя моей мамы. Она мне ее сделала и отдала. Это моя кредитная карта, я ей пользуюсь на каждодневной основе. И она розовая. Ну, я считаю, что, конечно, такая тяга именно к розовому цвету вызывает какие-то вопросы, даже если он там любимый цвет. У меня вот любимый цвет синий тона, я постоянно хожу практически в синих. Вот. Но тут, да, тут как-то это прям напрягает. Напрягает или пугает? Или заинтригует? Не пугает, а больше настораживает, чем интригует. Потому что такое ощущение, что если мы обсуждали, что, вероятнее, она младше всех, и может так получиться, что отношения немножко не сложатся, потому что мы на разном восприятии мира, понимании, ощущений, и она чуть в облаках. А люди — это зеркала. Вот что вот ты про другого человека думаешь, вот чем ты возмущаешься, то и есть в тебе. И если Дима подумал, что раз я люблю розовый, я какой-то ребенок, то, скорее всего, ребенок как раз-таки Дима. Может напрягать. Сладость такая, Да, чересчур сладко, чересчур вычурно. няшно, так ванильно, да, и так далее. Я просто особо не люблю, когда куча там всяких вот этих вот мимимишек, обнимашек,
трогание и так далее. Я большую часть своего времени работаю. И как бы если вот это вот постоянное тыканье, плюс у нее еще кот или кошка есть, по-любому она с ним вдвоем, а это будет, ну, блин. Мгм. Поняла? Хорошо. Но я ничего против не имею. У меня нет, ну просто по поводу Димы у меня вообще нет слов. Ну, то есть это реально, ну, то есть детский сад. Ну, холостяк уже под 40 лет, ему 37. Уже Барби Гелл не подходит ему. Я считаю, что больше всего Диме подходит Ксюша. Потому что, я же говорю, я и Оля, мы слишком жесткие для него. Вот я увидела, что по характеру, по темпераменту, по мягкости, вот ему больше подходит такая более покладистая Ксюша. Вот ему, потому что я чувствую, я его сожгу. И Оля растопчет его тоже. Поэтому зачем травмировать бедного мужчину несчастного, пусть выбирает кого-то понежнее. Исходя из 3 сумок, да, которые мы увидели, распаковали и так далее, кому отдаем предпочтение? Ну, точно второй. Хорошо. Все, я даже ничего не спрашиваю, потому что мне все понятно. Разносторонние. Договорились. Я считаю, что главная сучка проекта — это все мы. Потому что мы все вместе, так сказать, вносим вот эту вот перчинку в это шоу. И обсуждаем, так сказать, насущные моменты. То есть тут нельзя никого выделить. Все вот вносят свой вклад. Короче, мы договорились, что если кому-то цветы дарят, Да. подарим, забиваемся, да? Когда он подарит цветы, скажем, отдай лучше их своей маме. Да. Все, забиваемся. Посмотрим, не дадут ли они задние. И вы не предупреждаете холостяка. Мы договорились, что, несмотря на то, кому он подарит букет, мы говорим ему, это букет для твоей мамы, пока. Мы договорились об этой небольшой авантюре втроем, потому что нам не очень понравилось поведение Димасика. И если он кого-то выберет, то его ждет ответка за его тупые ответы. Дим, мы переходим к самому ответственному раунду, самому, как по мне, на самом деле интересному. Наконец-то все будет проще, прямо по факту. Ты будешь разговаривать с каждой девушкой, ты увидишь каждую девочку, у тебя будет тет-а-тет, и правило этого шоу, что у вас есть где-то 5, 7, 10, минут, чтобы поговорить, походить, погулять, помолчать. То есть вообще тут нет абсолютно правил. Я, если честно, прям максимально запутан, потому что в каждом раунде выбиралась отдельная девочка, и у нас 3 раунда получается, и у всех есть по голосу. Первое, как некий интересный человек, поскольку выстроила бизнес. Это мне нравятся деятельные девушки. Вторая заинтриговала своей такой духовностью, открытостью, напористостью, огнем своим. А третья мне с самого начала по ощущениям была приятна. Когда вот был диалог, она пришла, сбалансировала. То есть я вообще понятия не имею, как они выглядят, как они могут выглядеть, какие они темные, светлые, высокие. Все интересные. Понять вообще не имею, кто понравится. Потом надо еще сопоставить все вот эти моменты, посмотреть, как это ощущается, пообщаться. Тогда я отпускаю тебя торжественно в 4-й раунд на свидание с девушками. Ну что, Ладно, обещал меня покормить, обещание выполнил. воплощение дерзости. Спасибо. Привет. Я шел немножко издалека, я увидела сначала визуал. Мось симпатичная. По фигуре она немножко крупноватая. Он мне принес покушать, вот, но, как оказалось, эта команда помогла ему сделать этот decision. Мне уже интересно, на что способен он сам, без подсказок. Давно в падал играешь? Ну, я с детства играю в бадминтон, поэтому падал вообще, типа, изи. Да? Но нравится. У тебя студия или школа танцев, да? Я понял. Да. А как ты к этому пришла? Ты сама танцор? Но на свидании, наконец-то, он проявился, он даже подуспокоился. Я не знаю, может, ему там налили чарку за кадром, но он был прям приятный. Ну, да, я танцевала, и в какой-то момент просто стало слишком много клиентов, и всем нравилось, и это был такой логический шаг, что надо, Здесь? да, расширяться. И я собирала деньги, и такая думаю, когда как не сейчас, и открыла, Хорошее решение. То, что она делает там какую-то деятельность, делает, она молодец. Это респект и уважуха. Это не значит, что всем надо так делать, но просто девушки, которые делают какую-то деятельность, я их считаю более, так сказать, разносторонними. И лично мне это симпатизирует. А ты чем занимаешься? Я занимаюсь бизнес-консалтингом, развитием, масштабирования компаний, выстраивания операционки. Любых компаний. Да? Бизнес же — это
четкая, понятная, простая система. Мгм. Везде одинаковая. Мгм. Ты же сама это понимаешь. Мы поговорили про его бизнес, про мой бизнес, про падл. Мне сразу показалось, что ты странная. It's okay. Это было в хорошем смысле. Да. Спасибо, спасибо. Вначале мы прижучили, конечно, его сильно. Вот, но потом мы все переобулись. Он, оказывается, нормальный тип. Он просто уже, наверное, расслабился. Даже несмотря на первый конкурс, ты Чё, первый looks like a very good guy. Ну, ты тоже такая наехала, ни с того ни с сего. Я сижу там, ты вообще когда Надо сидела с закрытыми надо глазами? Нет, конечно. Ну вот, надо а я вот просмотреть твои границы, насколько они... Просмотрела? Ну, лучше не смотри. Почему? Залетела тоже такая, я был в шоке, конечно, я газанула тебя. Видно, что ты с характером. Да, есть такое. Пробивная, короче, дама. Да. А что, в Дубае можно по-другому? Ну, везде можно по-другому. Ну, слушай, если Всё рядом, по-разному если работает. рядом есть сильный мужчина, на которого можно опереться, а ты сказал уже, что... Ты Да, я скорпион, с поэтому я твоим- помню, с твоим знаешь. характером, мне кажется, ты в любого переедешь. Нет, в том-то и дело, что вот, ну да, характер сильный, но нужен просто рядом, кто будет сильнее, и все. Конфликт интересов. Почему? Вот я вот не хочу соревноваться вообще. Не получится, такая природа. Есть люди сильные от Это природы. это твой майндсет. То есть, если у нас будет разное мнение, потому что он мне сам сказал, что я чувствую, что мы бы с тобой файтились постоянно. И я ему говорю, что это твои убеждения. Если ты хочешь, то так будет. Я могу устроиться. У него есть своя точка зрения, и она только правильная. Как будто бы мне так показалось. Но я еще... Это нужно, конечно, пообщаться с человеком, посмотреть его в разных ситуациях. Ну, это мой опыт и наблюдение. И всегда я видел, что когда сильная женщина с характером, она Ты чуть- просто наверное, сильно обо мне думаешь, что я сильная. На самом деле не так. Ну, задатки все равно есть. На самом свидании мне было комфортно. Ну, то есть я не чувствовала какой-то... И он уже, я чувствовала, что он шел навстречу. Может, он думал, что я монстр, выгляжу как монстр. Но мне кажется, все прошло хорошо. Я с ней словил одну такую волну немножко. Такую друг на друга понаезжать, как-то подкалывать. Юмор она понимает. И мне, в принципе, это важно. Привет. Привет. Два раза, не три? Наконец-то. Тебе не холодно? Я вижу твое лицо, мне очень холодно. Какой ты джентльмен. Визуально она мне симпатична. Визуально она мне понравилась. Мне нравятся темненькие, такие смазливенькие. Ребята подсказали. А, Так бы не додумался. понятно. Окей. Я думала, ты поможешь мне разжечь костер. Умеешь? Я-то, конечно, умею. Давай попробуем. Я могу тебе помочь. Не, сиди. Посидеть? Ладно, Да. я понаблюдаю. Или ты будешь делать это первый раз? Нет, конечно. Ну, хорошо. Я слышала, у тебя есть ко мне какие-то вопросы. Парочку есть. Сейчас. Ну, мне очень интересно. Я не ожидал, что я буду тут костер. Что ты по знаку зодиака? Как ты думаешь? Дева? Я? Да. Нет. Тогда я не А что ты угадаю. против дев имеешь? Как я могу угадать, если я тебя видела один раз, и то с завязанными А глазами? ты почувствуй. Я не астролог. Стрелец. Стрелец? Угу. Угу. Понятно. Что из этого понятно? Ну, это попозже обсудим. Как тебе моя сумка? Я думаю, ты угадал, какая из этих моя была? Так мне сказали. А, да. Сдали меня сразу. Интересно, особенно железные человечки. Понравилось? Нет, Ничего тебе не нравится. Один негатив, никакой позитивной энергии. я так не считаю. Ну давай, вопросы. Ты занимаешься тантрами, правильно? Тантра, энергопрактика. Что это такое? Что такое тантра, энергопрактики? Ну, энергопрактики я слышал, про тантры нет. Что-то с мантрами ассоциируется. Нет. Нет, что это такое? Это как стиль жизни, совокупность практик, которые помогают избавить человека от рамок, навязанных обществом, страхов, травм, раскрыть чувствительность и познать свою истинную природу. А чем психология отличается от... А причем здесь психология, работа с мозгом и телесные практики, работа с дыханием и с телом. Это вообще разные вещи. Потому что мозг и психология — это Так ты работаешь с влияние телом. на сознание. Я Если же не проработать психолог. травмы,
Если проработать концепция — это чисто в сознании, чисто в голове, ну или в подсознании. Но когда ты работаешь с психологом, ты не работаешь с телом. А много травм у каждого человека, они накапливаются именно в теле. Согласен. Получается, это не цельная работа над собой. Это какая-то только часть. Интересно, как давно этим занимаешься? 2 года. А до этого? До этого я была в отношениях. Хобби, не хобби? В отношениях я была. Мы говорили там про эффективность человека, как люди вообще развиваются, как я вижу. Она говорит, я не хочу ничего делать, типа, я хочу найти там опору и так далее. Ищи. Когда женщина, особенно в конкретном случае, ищет какую-то опору, ищет на кого там накинуться, для меня это некого рода паразитизм. До этого я работала на самых обычных работах. В баре, в зоомагазине, в магазине продавцом обуви. А почему именно выбрала тантру? Тебе это помогло? Меня это привело само. Я не выбирала. Это так сложился мой путь. Меня как-то само направило, я не искала целенаправленно. Так, если рассказывать, это будет очень-очень длинная история, как это сложилось. И вот просто меня это магическим образом привело меня само собой. Был же какой-то ключевой элемент принятия решения, когда ты сказала, вот все, сейчас я это изучаю? У меня был разрыв отношений с парнем здесь, в Дубае. Я в Дубае всего лишь год, и я ни с кем никогда не ходила на свидания. Мне это было неинтересно, я занималась собой. И мне здесь страшно, если честно, знакомиться с мужчинами, потому что я им здесь не доверяю. И я познакомилась с парнем, и я сейчас расплачусь. Ничего страшного. В тот момент, когда она заплакала, я вообще ничего не понимал, что делать. Поэтому я ничего не сделал. Это был какой-то ступор. Я всегда прячусь за маской холодной сучки, всегда. И люди меня так с первого взгляда и оценивают. Но на самом деле я очень добрая, нежная, ранимая и наивная. Я считаю, что это мой минус. И я познакомилась с парнем. Я собиралась, я думала, что это приведет к какой-то семье. Человек жил со мной вместе. И он оказался просто мошенником, который втерся мне в доверие, если ты смотрел фильм «Аферист из Тиндер». Вот человек жил со мной вместе, он сначала представлял себя как какого-то супер-криптотрейдера, инвестора, там вообще супер успешного человека. И когда начал со мной отношения, он начал говорить, что он все потерял, и я его последняя надежда, я единственный человек, который может ему помочь. Всегда так было в моей жизни. Когда я показывала настоящую себя, то люди бьют очень больно и ранят в самые болезненные места. И я считаю это слабостью, когда ты показываешь себя вот ранимую, настоящую, преданную, верную, то люди пользуются этим. У меня нет близких, нет родных. Мама умерла, когда мне было 10 от рака, и папа, когда мне было 17, от инсульта. 17 лет я живу одна. И я постоянно пыталась построить отношения с мужчиной, на которого я могу положиться. Но это была моя ошибка, потому что я от своей неопытности, незрелости и травмированности выбирала неправильных мужчин, которые пользовались моими травмами и травмировали меня еще больше, у которых не было эмпатии, они думали только о себе и о своей выгоде, и пользовались моей добротой, моей эмпатией и моей наивностью. И моя жажда получить эту любовь, и из-за этой жажды получить любовь, заслужить ее, я делала все, а в ответ мне просто срали на голову. В моей жизни случилась история с неудачными отношениями. Познакомилась с парнем, который очень долго мне написывал, причем я сразу видела в нем red flag. Но он оказался очень харизматичным, и я с ним встретилась изначально только по рабочей теме. Закрутилась, все так завертелась и влюбилась сильно. Думала, что эти отношения, это именно тот человек, которого я искала всю свою жизнь. Я плачу сейчас не из-за него, я плачу из-за ситуации, из-за того, как со мной поступили. На человека мне абсолютно все равно, я его ненавижу, для меня он умер.
мерзкий человек, это мошенник, который не умеет зарабатывать деньги, или это не мужик, это просто ничтожество, которое выживает за счет денег других людей, которые заработали их честным способом. Вот, сам он ни на что не способен. И я плачу постоянно только из-за ситуации, что вот воспользовались моей добротой, моими чувствами, надавили на больное, мою эмпатию и забрали у меня все до последней копейки. Вот давил, просто давил, ты последняя моя надежда, ты моя любовь, я тебя люблю, я только на тебя надеюсь, пожалуйста, ты сейчас мне помоги, дай мне денег, и потом я тебе дам еще больше, я буду помнить всегда твою доброту. И вот давил, пока вот последний не забрал. Когда он выманил у меня все деньги, он просто сбежал. Я не первый раз встречал такие ситуации, когда девушек обманывают, кидают, разводят. В некоторых ситуациях я лично наблюдал, как бы воочию, как человек поступает, девушка именно, и я понимал, что каждый человек проходит и должен платить за свои уроки. И когда я начала узнавать информацию, я узнала, что он так поступает со многими девушками в Дубае, он строит с ними отношения, якобы забирает у них деньги и исчезает. Сейчас мне жаль. Я до последнего не верила. Вот я говорила, нет, он меня любит, со мной он так не поступит. При том, что я находила статьи в интернете, где написано, что он мошенник. Я находила людей, которые говорили, что он мошенник. Я сделала ошибку, когда я начинала отношения. Мне нужно было у всех людей, которые живут в Дубае, скинуть его страницу, спросить, ты знаешь этого человека? А я жила по правилу «счастье любит тишину». Я не буду афишировать, чтобы не сглазить. Это была моя ошибка. Потому что, когда я пыталась найти для себя доказательства и для своего мозга, что он мошенник, я начала спрашивать у всех. И у нас с Лерой есть общая знакомая, которая здесь живет тоже давно, и я ей скинула этого человека и спрашиваю, ты знаешь, кто это? И она перекинула мне тогда рилс Леры и говорит, это мошенник, он кинул ее на деньги. И вот тогда я поняла, что ого. Когда деньги есть, я никогда не пожалею для девушки вообще ничего. Привет. Мне нужно на Виобанк отправить 2000 дирхам. Это где-то там 550-600 долларов. Вот. И я тебе могу подвести кэш, либо если ты где-то от Пальмы недалеко, где-то через часик, либо завтра на съемках дам тебе кэш. Мне просто надо человеку срочно отправить, а этот Виобанк, он, как мне объяснили, он виртуальный банк, типа нету банкомата, как NBD. Самое дорогое, что-то из ювелирки было, какие-то даймонды, там грудь кому-то делал. Ну, я всегда говорю «да», если позволяет бюджет сразу, если нет, список вношу, что надо сделать, и постепенно его заполняю. Я не понимаю, где ты прочитал, что тебе решили не отдавать твои, блядь, 500 долларов, блядь, и зачем ты мне эту ерунду пишешь? Давай, блядь, хочешь ругаться, давай будем ругаться. Я вопрос с 2 миллионами сейчас решаю. Из-за этого у меня проблемы. С того дня, когда были съемки как раз. А ты мне пишешь, я что-то не понял, да ты что-то не поняла. Ты думаешь, мне из этих копеек есть смысл ругаться с кем-то? Я верю в любовь до сих пор. До сих пор я верю в любовь, но мне очень тяжело доверять мужчинам после этого. Я решила поделиться с Димой этой историей, потому что он спросил меня про мои последние отношения, и я не хотела врать, я хотела рассказать все как есть, и атмосфера была такая располагающая, душевная. Так, пошло потоком. Я думаю, она просто себе там намечтала каких-то кайфуш и повелась на это. То есть я думаю, что здесь просто фактор жадности сыграл. 28-27 ей было там сколько лет, ну, пора голову включать. Давай отойдем, чтобы, так сказать, без эмоций на камеру. Давай. Я понял. Такое здесь у нас, я здесь уже 16 лет живу, и здесь такое очень часто встречается. Да. Постоянно. Я просто не знала. Вообще, если глубоко поразмыслить, один человек мне как-то раз сказал, а он был профессиональным аферистом: я в мир несу добро. Я думаю, как ты несешь добро, ты просто людей шваркаешь. Он говорит, а я им даю урок, чтобы они научились, чтобы они стали лучше, чтобы они развивались и как бы такие вещи не допускали. То есть если ты пройдешь этот урок, если ты поймешь, любая твоя ошибка, любой твой провал, это показывает, где у тебя брешь, что тебе надо доделать и доработать. У нас, у единственных из всех пар, был момент поговорить без камер. И он не открылся. Он был слишком зажат, слишком скован, слишком неуверен. Я пыталась вытянуть с него хоть какие-то слова. Тяжело. Разговор был тяжелым, тяжело шло. Я разговаривала только я постоянно, потому не могу ничего сказать. А сколько тебе лет? 37. А тебе?
А тебе? 28. А я вообще полностью считаю, что она играет в жертву. Это чисто ее косяк, это ее вина, что ей там наговорили, как ее убедили, не убедили. Просто человек захотел, так сказать, чего-то воздушного, поэтому газанула в эту историю. И в результате попала. Как бы картинка полностью сложилась, что она сейчас в глубоком дне, моральном, материальном, психологическом, что ей надо оттуда вылазить. Все. Я считаю, что когда такая ситуация происходит, то второй человек, который вытаскивает, он тоже страдает. Ему это нахрен вообще не нужно. Мне точно. Как разрыдалась. Но я ее очень понимаю, потому что я тоже очень доверчивый человек, и в моей картине мира как будто бы, как можно другого человека. То есть в моей картине мира это не существует, и поэтому, когда такое происходит, конечно, у меня такой... конечно, мне жалко ее и финансов, и нервов, и вот. Но это такая жесткая манипуляционная игра. Я верю слезам Лили, потому что там такая история. Я вообще просто офигела, когда услышала. Поэтому я не удивлена, что это до сих пор и держит. 4 миллиона она надала. Откуда у нее, конечно, 40 тысяч баксов, я не знаю. Девушкам попадаются из камеры, потому что, во-первых, проигрывается вот этот синдром спасателя, и потому что им становится очень жалко, они хотят помочь мужчине, потому что считают, что без них он не справится. А это очень правильная позиция, потому что когда ты начинаешь что-то решать за мужика, то он становится уже не мужиком, а тёлкой, а ты мужиком. И, соответственно, он начинает расслабляться. И вообще нельзя мужику давать деньги. Пусть он там у братьев, сестер, не знаю, кому хочет, берет, сам решает свои вопросы. Что это такое? Я не считаю ее слабой в этом, но это ее опыт. Просто она должна сделать свои высновки, и мы бабки не даем никаким мужикам вообще. О, привет! Наконец-то я решила тебя не приходить? Ты решила, говорю, не приходить, я решил тебя увезти отсюда. О, давай. Погнали. Я решил с Ксюшей поменять немножко правила, потому что она их изначально поменяла. Я решил тоже немножко сумничать и решил поехать. В смысле они куда-то уехали? Какая машина? Что она же там под рулем сидит, 100%. Я просто только переехала, вот. Я еще не знаю, где тут что. Давно? 3 недели назад. А ты давно тут? 16 лет. 16? Офигеть. А как ты решил? Ты еще маленькая была. Да. Просто взял, переехал, был 21 год. Он такой зажатенький, короче. Как-то, надо ему было, пожалуйста, мне не принципиально. Просто было очевидно то, что он волнуется, он такой сидит, короче, ему очень тяжело разговаривать. У меня к тебе вопрос. Ну-ка. По поводу супер розового. Ага. Что за страсть к розовому? Любимый цвет у меня. Я даже когда жила на Бали какое-то время, у меня даже был розовый байк. Я во всем розовом каталась. Просто классный цвет. Привлекает внимание еще. Это была моя ошибка, потому что я оказался с ней в таком замкнутом пространстве, и надо было разговаривать. То есть было какое-то... Мне было некомфортно, мне было неприятно. Я не знал, о чем с ней поговорить. Чем занимаешься? Я блогер. В каком направлении? Я блогер в направлении вообще лайфстайл, то есть я всегда показываю свою жизнь. А так продаю обучение по СММ, то есть как стать блогерами, как там работать с брендами, сотрудничать, как набрать аудиторию, в таком плане. Потому что я 7 лет снимаю это полностью. 7 лет? Да. Это сколько, получается, 15 лет уже? Какие планы в Дубае надолго? А я без обратного билета приехала, как по кайфу будет. Мы еще в Таиланд хотели, но пока тут нравится. Мы это кто? А я и 2 подружки моих. Мы с ними в Москве втроем жили, и сейчас тоже. Интересно, я так подумал на момент, когда она мне рассказала, что у нее есть еще 2 подружки, и что мы хотим там поездить, мы занимаемся блогингом, мы там тусим туда-сюда. Я думаю, что я буду с ней делать? С кем я буду там общаться? Я приду, у меня придут, грубо говоря, если мы встретимся, мои друзья придут, они придут, да, это вообще будет какая-то комедия. А какие у тебя отношения с родителями? С моими? Да. Отлично. Они вместе живут? Да. До сих пор? Что значит до сих пор? То есть есть же там семьи, которые развелись, а у тебя как? Я вообще не люблю формат общения вопрос-ответ. Я люблю просто, когда мы общаемся на какую-то тему, выражаем какое-то свое мнение, свои взгляды, и в процессе этого диалога появляются какие-то ответы на вопросы, которые ты не задавал впрямую. Я так поступаю. Когда мне в лоб задают вопрос, я начинаю думать,
Короче, мне так не нравится. Она прям начала у меня клевать, что мне некомфортно было. И я как бы старался отвечать. Нет, не развелись. А вот тебе нравится их модель отношений или Нет. нет? Мы друг друга не знаем, и мне нужно за маленький промежуток времени его узнать, соответственно. Поскольку он ничего не говорит, как бы это делаю я, проявляю инициативу. Если Димасика пугают такие обычные вещи, как вопросы, ну то есть это совсем вот какой-то вот реально кринж на палочке, я считаю. Какая модель отношений тебе нравится? То есть роль девушки, там, парня? Что ты хочешь? Как понять роль девушки? Ну, Что она типа, должна кто что делать? делает, не знаю, для кого-то важно, чтобы девушка готовила постоянно, там, не знаю, дома сидела, а для кого-то важно, чтобы она работала. Вот что ты хочешь? Нормально выспалась, смотрю, такая активная стала, да? Свидание было хорошее. Ну, то есть не до чего докопаться, так сказать. То есть вот есть какие-то маленькие моментики, например, то, что вот он не знает, чего хочет, мужику 37 лет. Ну, вот камон. Мне сначала сказали, что ему 35, потом выяснилось, что ему 37, а 37 это вообще капец как много. И когда мужик взрослый, работает там, не знаю, бизнес у него какие-то, квартиры, машины, и он не понимает, какую себе девушку хочет, но это какой-то кринж, если честно. Ну как вот это? Ну я не знаю, ну как будет, так будет. Я ничего не загадываю. Ну то есть для меня это вот какое-то вот что-то вот непонятное, если честно. То есть и мне 22, я знаю, что я хочу, у меня есть портрет мужчины, у меня есть качества, которыми он должен обладать. Потому что когда ты знаешь, что ты хочешь, ну и притянется в свою жизнь. А когда ты не знаешь, ну притянется вот что-то вот такое вот. А есть у тебя какие-то, может, редфлаги для девушек? OnlyFans. Все? Ну, я бы, наверное, не сильно был в восторге, если бы очень много было каких-то супер-мега открытых видео, фото в онлайн. Вот, наверное, так. А так, в принципе, нет. Мне по ощущениям нравилась больше Ксюша, хоть я ее еще не видел. Но в моменте, когда я увидел вот этот напор, я просто почувствовал, понял, что мне вообще так похеру, что она говорит, что спрашивает. Мне это вообще настолько неинтересно. Я просто сидел и ждал, думал, когда мы уже доедем, уже не могу здесь сидеть. Мне все равно, что она подумает, как она подумает, что она скажет. Мне когда не трогайте меня и все, когда мне неинтересно, просто отстаньте. Дима, вот это денек, конечно. У тебя, у меня, у нашей команды, у девушек был самый важный, самый интересный раунд, 4-й, где все у тебя, весь пазл должен был сложиться. Полный вообще взрыв мозга. Почему? Полный Почему? Первый я увидел Лилию, плюс не ожидал, что мне будет там костер разводить, как так я не готов был к этому. И я был вообще в шоке с ее душещипательной историей. И мне было так неудобно вообще. Я понимал, что все ребята смотрят, она тут плачет. Я думал, что сделать, что сказать, короче. Ну, решил ничего не делать. Вот. Замечательно. Так, хорошо, ну. Травма состояния, которое тянется какое-то время, и видно, что она попала, да, у всех бывает. Такой вайб а-ля спасательский мне особо не интересен. То, что он не хочет быть спасателем, это правильно. Молодец, засчитываем. Каким образом он считает, меня нужно спасать? Вот от чего? От чего меня нужно спасать? Что какая-то бедолага, со мной что-то не так, со мной все супер. И я сама уже себя давным-давно спасла, и я прошла излечение от этой ситуации, я прошла работу над ошибками, и я чувствую себя сейчас замечательно. Вот ему нужна помощь, мне точно помощь не нужна. Дальше я выхожу с Олей, я ее вижу вживую. У меня такие сразу интересные игривые ощущения, но в плане, что ее хочется чуть там подкалывать, чуть ответочку дать ей такую же. Но мне больше всего с ней понравилось общаться. Я очень стеснялась, но я все равно была настоящей. Ну, такая какая-то тревожная настоящесть была. Последнее, вообще, я вообще был в шоке. Я не знал, о чем говорить, как говорить. Не знаю, может быть, это разница в возрасте. Ну, короче, у меня вообще не зашло. Я прям сидел и думал, когда вы уже доедете? Думаю, зачем мы куда-то поехали? Так а что, не понравились ее вопросы? Хотя она, достаточно хорошие вопросы задавала тебе, чтобы тебя узнать и так далее, для себя понять, там, твои ценности, взгляды и прочее. Я не привык к формату общения вопрос-ответ. Я всегда узнаю как бы людей через диалог. Диалог, вот просто разговариваем о чем-то, и постепенно информация узнается. А тут скажи это, скажи то. Я такой думаю, отстань от меня уже. Короче, закрылся. Да, поэтому, я даже думаю, что и вам, и ребятам было видно
в каком общении я себя комфортнее чувствовал. В принципе, по разговору нормально, ну, то есть его нужно как-то вот выводить на какие-то темы, потому что он очень волнуется, но вот общие принципы и ценности человека, они вот какие-то вот не близки мне, так сказать. И мы плавно переходим к моменту выбора. Давай я не буду за тебя, да, говорить, потому что, послушав тебя, я примерно понимаю, какую девушку ты сегодня хотел бы выбрать, и с какой девушкой для тебя сегодня случился Dubai Match. Жду от тебя этого имени, и тогда мы пойдем к девушке, которую ты выбрал. Я пришла за мужем. Мне нужна победа, мне нужен муж, я уже как бы созрела. Мне кажется, все хотят именно любви. In the end of the day каждый человек. Я не знаю, кого выберет Дима, но я надеюсь, что не меня. Здравствуй. Слушай, было очень круто, тепло, душевно с тобой пообщаться. Мне все очень понравилось. Предлагаю проехаться вместе и продолжить общение в Дубае дальше. Дубай, боже, спасибо, как красивый букет. Это точно мне, не маме? Да все, успокойся. Ну, мне тоже было приятно, классно. Вот. Мне как раз необходим бизнес-аудит новый, знаешь, coming soon, так что я буду очень рада продолжить наше общение. Я сделала такую лайт-версию этой шутки, поэтому как бы мой гештальт закрыт, но как бы и присутствовал, что... Оля для меня показалась в совокупности по многим параметрам намного интереснее, чем другие девчонки. Это не только касается бизнеса, что то, что она делает, там, какую-то деятельность, дела, это она молодец. Это респект и уважуха. Это не значит, что всем надо так делать, но просто девушки, которые делают какую-то деятельность, я их считаю более, так сказать, разносторонними. И лично мне это симпатизирует. Когда он подарит цветы, скажем, отдай лучше их своей маме. Да, все, забиваемся. Я переобулась, потому что, ну, когда мы были с ним на задании, мне он показался вообще адекватным. Я могла отказаться, но все равно я же сюда пришла за каким-то экспириенсом. Я думаю, поездка 2 часа в Дубае, расставить все точки над «и», и мы уже только что пообщались, я уже поняла его темперамент. Я думаю, мы поубиваем друг друга в течение 30 минут, но это будет очень интересная поездка.